Несколько тысяч лет назад все люди на Земле были кореглазыми. У каждого человека, без исключения. А потом у одного единственного человека где-то в районе Черного моря произошла случайная ошибка в ДНК. Эта ошибка не убила его и не сделала больным. Она просто чуть выключила один ген. И от этого одного человека сегодня происходят все голубоглазые люди на планете. Все до единого. Если у тебя голубые глаза, у тебя и у любого другого голубоглазого человека на Земле есть общий предок, живший 6000 лет назад. Это не теория и не красивая метафора. Это доказанный научный факт, к которому пришли генетики, изучив ДНК тысяч людей. А еще цвет твоих глаз способен рассказать, откуда родом твои далекие предки, через какие земли они прошли и от чего им приходилось защищаться тысячи лет. Сегодня разберем это по фактам, без мифов и без эзотерики. Начнем с самого начала. Цвет глаз определяется одним веществом — меланином. Это тот же самый пигмент, который отвечает за цвет кожи и волос. Меланин содержится в радужной оболочке глаза, в переднем ее слое. Чем больше меланина в этом слое, тем темнее глаза. Если меланина много, глаза карие, почти черные. Если меланина мало, свет рассеивается в радужке иначе, и глаза кажутся голубыми или серыми. Голубой цвет — это не пигмент голубого цвета. В радужке физически нет голубого красителя. Голубой — это оптический эффект, похожий на то, почему небо голубое. Свет проходит через почти прозрачную радужку, рассеивается, и мы видим именно этот холодный оттенок. Зеленый цвет получается, когда меланина чуть больше, чем при голубом, но все равно немного. С точки зрения биологии существует не 3, а гораздо больше оттенков. Ученые выделяют карий, ореховый, янтарный, зеленый, серый и голубой как основные категории. Самый редкий природный цвет глаз — зеленый. Его имеют примерно 2% людей на всей планете. Карие глаза самые распространенные, их носят примерно 7 из 10 жителей Земли. Голубые глаза встречаются у 8-10% населения мира. И большая часть голубоглазых живет в Европе, особенно в ее северной части. Долгое время в школьных учебниках писали, что цвет глаз определяется одним геном, и что карий цвет доминирует над голубым. Эта модель была удобной, простой и почти полностью неверной. Современная генетика установила, что за цвет глаз отвечают не один, а множество генов одновременно. Ученые на сегодня насчитывают около 15-16 генов, связанных с формированием цвета глаз. Это значит, что у двух кореглазых родителей в редких случаях действительно может родиться голубоглазый ребенок, и наоборот. Простое правило Менделя про доминантный и рецессивный признак здесь не работает в полной мере. Из всех генов цвета глаз 2 играют главную роль. Это гены OCA2 и HERC2. Оба этих гена находятся рядом друг с другом на 15-й хромосоме человека. Ген OCA2 отвечает за производство белка, который переносит особое вещество — тирозин внутрь клеток, вырабатывающих меланин. Без рабочей версии этого белка количество меланина в радужке снижается. А ген HERC2 работает как переключатель. Он не производит пигмент сам, а управляет активностью гена OCA2, либо включая его на полную мощность, либо приглушая. У всех голубоглазых людей мира обнаружена одна и та же крошечная мутация внутри гена HERC2. Эта мутация снижает активность OCA2, и радужка получает гораздо меньше меланина, чем обычно. В 2008 году датские ученые из Университета Копенгагена опубликовали исследование, которое навсегда изменило представление об этой теме. Команда под руководством Ханса Айберга проанализировала ДНК голубоглазых людей из самых разных стран, от Дании до Турции и Иордании. Результат был неожиданным даже для самих исследователей. У всех голубоглазых участников исследования была абсолютно идентичная мутация в гене HERC2 до единого нуклеотида. Такое совпадение исключает случайность. Если бы голубые глаза появлялись независимо в разных местах планеты, мутации были бы разными у разных людей. Но мутация была одна и та же. Буква в коде ДНК у всех. Это означает, что мутация возникла лишь один раз у одного конкретного человека в одном конкретном месте. Ученые оценили возраст этой мутации в диапазоне от 6 до 10 тысяч лет.
По географическим и генетическим данным, очаг мутации связывают с регионом вокруг Черного моря, откуда позже происходило расселение земледельческих культур по Европе. То есть у каждого голубоглазого человека на планете есть общий предок, и этот предок жил относительно недавно по историческим меркам, не миллион лет назад, а во времена, когда уже существовало земледелие. Возникает логичный вопрос: а зачем вообще в природе появился такой признак, как светлые глаза? Ответ связан не с самими глазами, а с кожей. Гены OCA2 и другие участники этой цепочки влияют на меланин во всем организме, а не только в радужке. Поэтому светлые глаза почти всегда идут в комплекте со светлой кожей и часто со светлыми волосами. Это не совпадение, а работа одних и тех же генетических механизмов. Первые люди вида Homo sapiens появились в Африке, и у них была темная кожа с высоким уровнем меланина. Это было жизненно необходимо в условиях сильного солнца возле экватора. Высокий уровень ультрафиолетового излучения разрушает фолиевую кислоту в крови и повреждает ДНК клеток кожи. Темная кожа с большим количеством меланина работала как естественный солнцезащитный фильтр. Около 50-70 тысяч лет назад часть людей начала мигрировать из Африки на север, в сторону современной Европы и Азии. Чем дальше на север, тем меньше солнца, и тем слабее интенсивность ультрафиолета. И здесь темная кожа стала не преимуществом, а проблемой. Организму нужен витамин D, а он синтезируется в коже именно под действием ультрафиолетовых лучей. При слабом северном солнце и высоком уровне меланина кожа просто не успевала производить достаточно витамина D. Недостаток витамина D приводит к слабости костей, рахиту у детей и снижению иммунитета. Поэтому у северных популяций естественным образом стали закрепляться мутации, снижающие уровень меланина в коже. Светлая кожа на севере пропускает больше ультрафиолета и позволяет вырабатывать достаточно витамина D даже при слабом солнце. Та же эволюционная логика частично касается и глаз, поскольку гены пигментации работают на весь организм системно. Это объясняет, почему светлые глаза концентрируются именно в северных широтах планеты, а не в Африке, на Аравийском полуострове или в тропической Азии. Посмотрим на конкретные цифры по регионам. В Финляндии, по разным исследованиям, до 80-90% населения имеют светлые, голубые или серые глаза. Это один из самых высоких показателей в мире. В Эстонии и Литве светлые глаза также присутствуют у подавляющего большинства населения. В целом, в Скандинавии и странах Балтии частота голубых и серых глаз самая высокая на планете. Чем южнее регион Европы, тем выше доля карих и ореховых глаз. В Италии, Испании и Греции преобладают темные оттенки. Это прямое отражение того, насколько интенсивно солнце светило на этих территориях тысячи лет, пока шло формирование современных европейских популяций. В Африке, на Ближнем Востоке и в большинстве регионов Южной и Восточной Азии карий цвет глаз практически универсален. Это не означает, что в этих регионах никогда не рождаются люди со светлыми глазами. Редкие исключения встречаются почти везде из-за генетических вариаций, но статистически карий цвет там близок к 100%. У коренных народов Америки и у большинства народов Австралии и Океании также исторически преобладают темные глаза, что напрямую связано с миграционными путями их предков через регионы с сильным солнцем. Отдельная история — это зеленый цвет глаз, самый редкий в мире. Ученые связывают повышенную концентрацию зеленых глаз с определенными регионами Европы, особенно с Ирландией и Шотландией, а также с некоторыми областями Центральной Европы. Зеленый цвет возникает из-за определенного соотношения количества меланина и особенностей строения коллагеновых волокон в радужке, которые рассеивают свет особым образом. В формировании зеленого цвета участвует не только связка OCA2 и HERC2, но и другие гены, в частности SLC24A4 и TYR, влияющие на синтез и транспортировку пигмента в клетках радужки. Важно сказать и о том, чего цвет глаз не определяет. Современная наука не подтверждает связь между цветом глаз и чертами личности, интеллектом или какими-либо психологическими особенностями человека. Это направление исследовалось, и убедительных доказательных данных оно не дало. Цвет глаз — это исключительно результат работы генов пигментации, истории миграции твоих предков
и того, в каких климатических условиях эти предки жили на протяжении тысяч лет. Это не предсказание характера и не код судьбы, а буквально страница из учебника популяционной генетики, написанная природой прямо у тебя на лице. При этом цвет глаз у одного человека не статичен на всю жизнь. У новорожденных младенцев меланин в радужке почти отсутствует, поэтому глаза у грудничков часто выглядят голубоватыми или сероватыми, независимо от будущего цвета. Окончательный устойчивый цвет радужки формируется постепенно, по мере того, как клетки начинают вырабатывать собственный меланин, и обычно стабилизируется к возрасту примерно 1-3 лет. У части людей легкие изменения оттенка радужки могут происходить и позже, под влиянием освещения, расширения зрачка или возраста. Но кардинальная смена цвета глаз во взрослом возрасте без медицинских причин — это не норма. Современная генетика пошла дальше простого объяснения механизма и научилась предсказывать цвет глаз по ДНК с высокой точностью. Исследование, проведенное в Роттердамском университете, показало, что анализ всего 6 определенных точек в геноме человека позволяет предсказать, будут ли у человека карие или голубые глаза с точностью более 90%. Этот метод сегодня используется не только учеными, но и в криминалистике, когда по следам ДНК с места преступления пытаются восстановить внешний облик человека. Такие тесты лучше всего работают именно для двух полярных цветов — голубого и карего. А для промежуточных оттенков, таких как зеленый и ореховый, точность ниже, потому что в их формировании участвует больше генетических факторов одновременно. Отдельного внимания заслуживает явление гетерохромии, когда у одного человека 2 глаза разного цвета, либо разные участки одной радужки имеют разный оттенок. Это происходит из-за неравномерного распределения меланина, и в большинстве случаев гетерохромия совершенно безвредна и является врожденной особенностью, а не заболеванием. В редких случаях от почти 158 тысяч человек европейского происхождения. Анализ подобного масштаба помог уточнить роль генов HERG2 и OCA2 и показал, что даже у людей с голубыми глазами в Европе встречаются дополнительные генетические варианты внутри этой же зоны хромосомы, которые ранее не учитывались. То есть даже сам механизм голубых глаз оказался устроен немного сложнее, чем считали еще 10 лет назад. Наука здесь не стоит на месте, и каждое новое крупное исследование добавляет нюансы в общую картину. Важно понимать разницу между двумя похожими, но разными вещами: цветом глаз как индикатором миграции предков в целом и цветом глаз как индикатором национальности конкретного человека. Эти два понятия путают чаще всего. Голубые глаза не делают человека более или менее принадлежащим к какому-то одному народу. Эта мутация распространилась по множеству разных современных наций одновременно, потому что миграции древних земледельцев шли по территориям, которые сегодня занимают десятки разных стран. Поэтому голубые глаза одинаково естественны для шведа, поляка, русского с северными корнями или человека из Турции, просто частота этого признака в популяциях разная. Генетика смотрит не на паспорт, а на конкретные участки ДНК, доставшиеся от предков, живших тысячи лет назад, задолго до появления современных государственных границ. Если подытожить все, что говорит наука, все люди произошли от темнокожих и кореглазых предков из Африки. Когда часть человечества мигрировала на север в условиях нехватки солнца, естественный отбор начал поддерживать мутации, снижающие выработку меланина. Сначала в коже для синтеза витамина D, а вслед за этим частично и в глазах. Около 6-10 тысяч лет назад у одного человека в районе Черного моря возникла конкретная мутация в гене HERG2, которая подавила работу гена OCA2 в радужке. Эта мутация распространилась через его потомков по Европе вместе с миграциями ранних земледельцев. И сегодня она объединяет всех голубоглазых людей планеты в одно генетическое родство. Карие глаза остаются самыми распространенными на Земле просто потому, что это исходный, древний вариант человека, а не редкое отклонение. А цвет твоих глаз в зеркале — это не случайность и не магия, а живая запись о климате, солнце и дорогах, которыми тысячи лет шли твои предки, прежде чем мир стал таким, какой он есть сегодня.